Помните того новорожденного весом 8 килограмм, который попал в заголовки газет? Что ж, 40 лет спустя его история стала еще более поразительной. Путь Кевина Кларка, который, будучи новорожденным, перевернул чашу весов, а став взрослым, превзошел все ожидания, поистине невероятен. В больнице Community Memorial в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, царила обычная суета медсестер и врачей. Но когда Патриция Кларк вразвалочку вошла в двери, все взгляды обратились к ней. Она выглядела огромной, как будто ждала сразу нескольких детей. По залу ожидания пронесся шепот, обсуждая, не носит ли она двойню или тройню. Патриция знала, что это не так. Она носила одного очень крупного ребенка, миссис Кларк. Медсестра позвала ее, и ее глаза расширились при виде Патрисии. «Доктор сейчас вас примет». Входя в смотровую, Патрисия чувствовала на себе любопытные взгляды и слышала приглушенные вздохи. Она привыкла к всеобщему вниманию, но все равно чувствовала себя неловко. Доктор Джонсон, добрый врач, тепло поприветствовал Патрицию, но выражение его лица изменилось, когда он начал осматривать ее. «Миссис Кларк, твой ребенок необычайно крупный», — сказал он. «На самом деле, это, наверное, один из самых крупных младенцев, которых я когда-либо видела». Патриция была одновременно взволнована и обеспокоена. Она знала, что ее ребенок крупный, но при таких размерах все ли будет в порядке? Ей стало страшно, когда доктор Джонсон объяснил риски и что нужно предпринять. Это были определенно необычные роды. Следующие несколько дней Патриция и ее муж Роберт были заняты подготовкой к появлению на свет своего большого ребенка. Им даже пришлось купить специальную одежду. Наконец, 8 апреля 1963 года пришло время. Патрицию срочно доставили в больницу, и в родильном зале было полно врачей и медсестер, готовых к важному событию. После напряженной работы Патриция наконец родила, но происходило что-то странное. В комнате было тихо, слишком тихо. Патриция подняла голову, пытаясь разглядеть, что происходит. «Все в порядке?» — спросила она с беспокойством. Затем доктор Джонсон повернулся к ней и сказал: «Миссис Кларк, вы только что родили самого крупного ребенка, которого я когда-либо видел за всю свою карьеру. И, боже, он был прав. Кевин Роберт Кларк весил 7,25 килограмма, почти 8 килограммов, то есть более 16 фунтов. Он был ростом с 6-месячного младенца». Дни. Медсестрам пришлось повозиться, чтобы найти подгузники, которые подошли бы ему по размеру. Новость о Кевине быстро распространилась. Не успела Патриция перевести дух, как репортеры выстроились в очередь перед ее больничной палатой, желая увидеть гигантского младенца. Семья Кларк внезапно стала знаменитой. «Мама, это правда, что мой младший брат уже совсем взрослый?» Однажды Сара, старшая сестра Кевина, спросила. Патриция рассмеялась. Не совсем ласково, но он, несомненно, самый большой ребенок во всем штате. По мере того, как Кевин рос, семья сталкивалась с довольно забавными проблемами. Обычная детская одежда? Ни за что. Кевину с самого первого дня были нужны размеры для малышей, и он даже не пытался найти им подходящую обувь. Роберту, отцу Кевина, даже пришлось смастерить специальную кроватку, потому что Кевин был слишком велик для обычной. Но несмотря на то, что он был очень большим, Кевин был счастливым и здоровым ребенком. Он научился ползать и ходить точно так же, как другие младенцы, удивляя своих врачей тем, насколько хорошо у него идут дела. Ему. К тому времени, когда Кевину исполнился год, он выглядел на 3. Люди останавливались и пялились на него, когда семья выходила из дома. «Сколько ему лет?» — спрашивали незнакомцы, разинув рты от удивления. «Ему только что исполнился год», — с улыбкой говорила Патриция, наблюдая за их потрясенными лицами. Когда Кевин пошел в школу, быть большим было одновременно и круто, и не очень.
На игровой площадке все хотели, чтобы он был в их команде, потому что он такой высокий, но сидеть за обычной партой — это была совсем другая история. Однажды Кевин пришел домой из школы грустный. «Мама», — спросил он, и его нижняя губа задрожала. «Почему я такой большой, чем все остальные?» На сердце у Патриции стало тяжело, когда она крепко обняла своего уже не такого маленького мальчика. «Потому что ты особенный». «Милый», — сказала она, — «ты был рожден, чтобы выделяться, а не подстраиваться под других». Эти слова запомнились Кевину. Всякий раз, когда он чувствовал себя не таким, как все, он вспоминал слова своей мамы. К тому времени, когда Кевин стал подростком, он был очень высоким. В 12 лет его рост уже составлял 1,7 метра, то есть он был выше некоторых своих учителей. Тренеры по баскетболу всегда пытались заполучить его в команду. «Ты прирожденный игрок, Кевин», — сказал бы тренер Томпсон, наблюдая, как Кевин бросает мяч, даже не подпрыгнув. «Ты мог бы стать звездой баскетбола». Но Кевином интересовались не только баскетбольные тренеры. Кевин. Однажды он получил письмо от директора НФЛ, в котором был плюшевый мишка в футболке Giants. В письме говорилось: «Эй, когда ты вырастешь, мы предложим тебе работу, потому что ты такой большой. Ты можешь работать в Giants». Однако у Кевина были другие планы. Конечно, ему нравилось играть в баскетбол ради развлечения, но что он действительно любил, так это науку. Он был очарован тем, как растут тела, и почему одни люди высокие, а другие низкорослые. Знаете ли вы, что в нашем теле есть особые органы, которые контролируют наш рост? Кевин мог бы рассказать об этом любому, кто согласился бы слушать. Возможно, именно поэтому я такой большой. По мере того, как Кевин рос, жизнь становилась все интереснее. Ему приходилось пригибаться, чтобы пройти через дверные проемы, а найти подходящую одежду было все равно, что решить головоломку. Машины? Забудь об этом. Кевин едва мог втиснуться в большинство из них. Но Кевин не позволил этому сбить его с толку. Вместо этого он научился смеяться над этим. Когда люди спрашивали, как там погода, Кевин ухмылялся и говорил, что это здорово, но осторожно, кажется, вот-вот пойдет дождь. Затем он делал вид, что плюет, заставляя всех смеяться. Старшая школа была для Кевина чередой хороших и не очень времен. Некоторые ребята плохо относились к нему, потому что он был не таким, как все. Но благодаря своему большому сердцу и веселым шуткам, Кевин вскоре стал одним из самых популярных детей в школе. Когда пришло время решать, чем заниматься после окончания школы, Кевин удивил всех. Вместо того, чтобы заняться спортом, как все ожидали, он решил поступить на службу в военно-воздушные силы США. Это было непросто в буквальном смысле, но Кевин был полон решимости служить своей стране, как и его отец до него. После службы в военно-воздушных силах Кевин неожиданно для себя решил поступить на службу в полицию. Его высокий, крепкий рост помогал ему поддерживать порядок, но доброе сердце и чувство юмора делали его отличным сотрудником. Кевин обнаружил, что его высокий рост, который раньше часто был источником дискомфорта, теперь стал преимуществом в его работе. На протяжении всей своей жизни Кевин сталкивался с поддразниваниями и насмешками. Дети подшучивали над его огромными ботинками и высоким ростом, но со временем у Кевина развилось отличное чувство юмора. Он научился отвечать шутками на глупые вопросы, отмахиваясь от любых грубых замечаний. Эта способность оставаться сильным и позитивным помогла ему как на военной службе, так и позже в качестве офицера полиции, когда ситуация стала сложной. Когда Кевин стал взрослым, его жизнь вошла в счастливую колею. Он женился на любящей жене, которая видела его выше ростом и любила в нем нежного гиганта. Справедливости ради, она тоже 6 футов ростом. Они вместе купили дом и завели преданного питомца. Единственным настоящим разочарованием в жизни Кевина была его машина. Как бы он ни старался, он не мог найти транспортное средство, которое бы подходило для его роста 6 футов 10 дюймов, 210 сантиметров. Он часто шутил со своей женой. «Однажды я найду машину, в которой мне не придется высовывать голову из люка, чтобы вести машину».
Несмотря на то, что его рост иногда вызывал проблемы, Кевин не позволял этому влиять на его жизнь. Он жил как все, хотя у него появилась привычка слегка пригибаться при входе в комнату, даже когда в этом не было необходимости. После того, как он так часто ударялся головой, он не хотел рисковать. Сейчас, при весе более 300 фунтов, 130 килограммах и росте 6 футов 10 дюймов, 210 сантиметров, Кевин по-прежнему выделяется. Со своей дружелюбной улыбкой он легко отвечает на вопросы о своем росте. Его коллеги-полицейские шутили, что им не нужна была лестница, когда Кевин был рядом, чтобы занимать высокие посты. Жизнь Кевина была необычной. Он вырос из ребенка-рекордсмена и превратился в добродушного полицейского гиганта. Его юмор и доброта сделали его популярным, даже если людям приходилось смотреть на него снизу вверх, чтобы заговорить с ним. Оглядываясь назад, Кевин понял, что в том, чтобы отличаться от других, были свои преимущества. Дело не только в достижении высоких результатов, но и в том, чтобы уверенно встречать жизненные испытания. Итак, что вы думаете об удивительной истории Кевина? Вам когда-нибудь казалось, что вы не совсем вписываетесь в эту историю? Дайте нам знать в комментариях. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх и поделитесь им со своими близкими. Также подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обновления на нашем канале. Спасибо.